Почему замужних женщин, особенно тех, у кого не сладко в личной жизни, так любят мудаки и альфонсы? Сегодня мы с вами будем говорить об этом. Обычно, к таким типажам я отношу и мужчин, которые любят поживиться за чужой счет, и мужчин, которые любят повыносить мозг, и мужчин, которые любят примазаться просто для того, чтобы получить чего-то свое. Я имею в виду женатых ухажеров, которые говорят: у тебя херово в личной жизни, у меня херово в личной жизни, давай потрахаемся, будет легче. Все эти категории мужчин я отношу к мудакам и альфонсам. И вот как понимать, почему вы становитесь для них приманкой, что делать, сейчас будем с вами разбираться. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, который помогает женщинам быть счастливыми и любимыми. Ссылка на мой сайт вот здесь. Переходите по этой ссылке, там есть очень много полезной информации. Я работаю с женщинами уже почти 20 лет, можете себе представить, сколько полезного и ценного находится на сайте. Подарок для вас, курс «Бесплатные секреты счастливых женщин» находится в описании этого видео. Переходите по ссылке, получайте свой курс. Ну и если вы еще не подписаны на канал, жмите на кнопочку подписаться красную. Если она не красная, можете уже ничего не жать, вы уже с нами. И тогда все новые видео будут приходить. Ну и плюс вы посмотрите все те предыдущие 700, которые уже есть. А на сайте, на YouTube их больше 700. Вы можете их посмотреть, чтобы понимать, как я могу вам быть полезна. Но мы продолжаем. Почему же замужние женщины, у которых в личной жизни есть напряжение с мужчиной, которые не удовлетворены либо отношениями, либо своим мужчиной, либо тем, что происходит вокруг их отношений, то есть где накопилось, где мужчина игнорирует свою женщину, где мужчина говорит: ты слишком много хочешь, или у него там есть свой гараж с друзьями и машиной, он туда сплавляется, а женщина остается неудовлетворенной. Особенно это касается тех женщин, которые привыкли пахать в семье за всех, которые привыкли всех ублажать, которые привыкли всем угождать, любить всех и сами получают в ответ фигу. Вот такие женщины чаще всего становятся приманкой для тех, кто любит пожить за чужой счет. Почему так происходит? У них нюх на вас. У них нюх на вас. Во-первых, вы всегда уставшие. Чаще всего, когда вы себя не видите, вы в меру замученные, и фоновое ощущение у вас: прислоните меня где-нибудь к стеночке и оставьте в покое, дайте отдохнуть. Эта усталость очень видна в вашем взгляде. Очень видна, она просто сквозит. И когда вы садитесь где-нибудь даже с подружками отдохнуть, и как бы вы там ни пытались создавать себе веселое настроение, есть моменты, когда вы просто проваливаетесь из реальности, выпадаете, что называется, отключаетесь. Мозг настолько устал, что он вырубается. И это тут же видно по отсутствующему взгляду, по исчезающей улыбке, по опустившимся плечам. Вы вообще вся такая, знаете, раз и обмякли вроде бы. Вот так быстро, слегка посмотрев на вас со стороны, видно, что происходит с вами. Почему вы именно для них доступны? Я сказала, как они вас вычисляют. Почему вы для них доступны? А потому что вы больше всех, к сожалению, падки на добрые слова. Вы падки на эмоции, на которые вас эти мужчины могут легко раскачать. Вы падки на любой знак внимания в свой адрес, потому что вам этого всего катастрофически не хватает. Внутри есть неудовлетворенное желание, неудовлетворенная потребность в этом. И поэтому, как только вам сделал какой-нибудь дешевенький, самый, замызганный комплимент, типа «ты сегодня хорошо выглядишь», это не комплимент, это оскорбление для женщины, я считаю. Но даже на это вы откликаетесь, вы расцветаете чуть-чуть. У вас появляется: «Боже, меня наконец-то хоть одна падла заметила». И даже если он для вас не привлекательный, он ниже вас по статусу, и вы бы, с ним на одном гектаре никаких личных дел не имели до этого, он обратит ваше внимание на себя вот таким вот ничтожным, дешевеньким комплиментом. Если он вам скажет: «Ой, что ты там приуныла? Да ладно, брось ты, плюнь». Он ничего не сделал для вас. Он просто сказал, как в той поговорке «доброе слово и кошке приятно», так вот вы в роли вот этой вот кошки. Но он-то знает, что вы не кошка. Он-то знает, что возле вас можно пригреться, пристроиться. Можно даже сексом позаниматься. Если вас укатать и раскатать, достаточно быстро вас можно развести на секс. Возле вас можно разжиться какой-то помощью, сочувствием, поддержкой, потому что вы это привыкли давать. И чуть-чуть дай вам, а потом от вас греби вот так вот, как снегоуборочная машина, это все получается легко.
Возле вас можно легко сбросить свои эмоции какие-то. Вас сначала качают на положительные, но с вами тут же могут поскандалить, вас могут спровоцировать на скандал, отвергнуть, притянуть, снова отвергнуть. И вы будете еще больше отдавать этих эмоций, а человек будет за счет этих эмоций поднимать себе самооценку, самоутверждаться. Вы очень уязвимы. И именно поэтому вы для них настолько приманчивы, настолько влекущие и вкусные, просто потому, что вас можно пожрать безнаказанно. И в этом ваша слабость. Но в этом же ваша сила. Какая сила? Смотрите, все очень просто. Научитесь давать отпор. Научитесь фильтровать. Это мне надо, это про меня. И давайте себе то, чего вы ждете от других. Сама себе в самом начале научитесь давать то, чего вы ждете. Хотите внимания? Обращайте на себя внимание. Хотите заботы? Начинайте о себе заботиться. Хотите просто, чтобы вас кто-то веселил? Делайте что-нибудь, что вас может развеселить. Делайте. И у вас все получится. Но вы перестанете быть приманкой для дураков. Я вам от всей души желаю сменить статус легкой добычи на статус «я себя люблю». Парни, держитесь подальше. Так будет замечательно и будет комфортно для вас. С вами была Алла Касаткина. Если я описала вас, угадали себя, пишите в комментариях, задавайте вопросы, комментируйте. Мне будет всегда приятно, я понимаю, что это важно для вас. А если вы хотите со мной поспорить, спорьте, докажите мне свою точку зрения, я с удовольствием ее выслушаю и, может быть, обращу ваше внимание на то, что вне вашей точки зрения, что может улучшить вашу ситуацию. С вами была Алла Касаткина. До встречи в следующих видео. Пока-пока!